Здравствуйте, мы с вами продолжаем заниматься психологическими проблемами. В частности, вот мы на предыдущем занятии начали разбирать проблемы, связанные с возрастно-психологическими особенностями человека. Сейчас мы с вами давайте остановимся на тех подходах, которые связаны с такой вот психометрикой, да, с попыткой измерить человеческую психику. И в противовес тому, о чем мы говорили на предыдущем занятии, а именно у нас с вами шла речь о том, что в лаборатории Арнольда Гизела вот тот эмпирический материал, очень богатый эмпирический материал, который он набрал, дал возможность оценивать как бы нормативы психомоторного развития, да, и строить соответствующие стандартизованные шкалы. И мы с вами как раз говорили о том, что если мы ведем кинофоторегистрацию, то действительно у нас прямая дорога к тому, чтобы создать вот эти вот нормативные шкалы моторного развития. Если же говорить о внутрипсихических процессах, да, то здесь, конечно, кино- и фоторегистрация практически бессильны. И это как раз то направление, которое было реализовано в европейской традиции, в европейской науке, и оно связано с именами таких французских ученых, как Альфред Бине и Пьер Симон. Здесь нужно сказать о том, что вот их работы, они привели к созданию так называемого психометрического подхода к человеческому, так сказать, интеллекту прежде всего, да, то есть психометрика – это как бы попытка измерить психику, и в данном случае речь идет прежде всего об измерении интеллектуальных способностей человека в разных возрастах. И, безусловно, вот важный момент, наверное, который нужно здесь отметить, это то, что эта работа, она Альфредом Бине и Пьером Симоном делалась фактически по заказу. Речь идет о том, что во Франции до Первой мировой войны, в самом начале XX века, действительно предполагался, планировался переход на всеобщее обязательное школьное образование для всех детей. И, в общем-то, вот Альфреду Бине, как одному из наиболее известных психологов, был сделан такой заказ на то, чтобы он изобрел какое-нибудь средство для того, чтобы определять, да, в какую, так сказать, школу можно направить того или иного ребенка в зависимости от уровня его интеллектуального развития. Дело в том, что, в общем-то, при переходе на всеобщее, так сказать, школьное образование, обязательное школьное образование для детей, уже, так сказать, было понятно, что все дети имеют разный уровень развития, и что должны быть школы какие-то с более продвинутой программой, с более облегченной программой, ну и то, что мы сейчас с вами называем коррекционные школы, да? То есть школы, которые предназначены для детей, у которых есть какие-то особенности интеллектуального развития, которые не дают им возможность полноценно, так сказать, и достаточно быстро усваивать такую программу, которая подразумевает довольно высокий уровень трудности. Итак, значит, вот Альфред Бине начал размышлять над этой проблемой. И в результате ему, так сказать, удалось вместе со своими коллегами предложить такой инструмент, который, в общем-то, дальше перерос в уже, так сказать, такую широкую такую традицию создания тестов интеллекта. И нам с вами очень важно, наверное, поскольку интеллектуальное тестирование в настоящее время достаточно широко распространено, нам с вами очень важно понимать, на каких основаниях, так сказать, да, стоит вот это вот тестирование интеллекта, в чем его плюсы и минусы, в чем, так сказать, достоинства и ограничения. Для того, чтобы вот не относиться к этому как бы слишком абсолютизируя, да, так сказать, те результаты, которые были получены, могут быть получены с помощью тестирования интеллекта. А таких опасностей и рисков, в общем-то, довольно много. Значит, вот что же придумали Альфред Бине и Пьер Симон. Надо сказать, что какие-то попытки исследовать интеллект, какие-то попытки создавать тесты, в общем-то, были еще, так сказать, в конце XIX века.
Они предпринимались самыми разными психологами. Вот, в частности, Владимир Михайлович Бехтерев, наш выдающийся, да, психиатр и психолог, он там уже пытался какие-то разные задания, такие как бы немножко стандартизованные, группировать в некоторые такие батареи, в некоторые, так сказать, такие наборы, и при помощи них проводить исследования психологические. Но вот некое ноу-хау, которое предложили Бине и Симон, оно действительно как бы привело к тому, что вот это вот, так сказать, возможное тестирование, да, оно поднялось на некоторый качественно новый уровень. Итак, вот выявляя, да, вот основную задачу, значит, вот этого, так сказать, отбора, да, детей в школы разного уровня трудности, они пришли к следующему, так сказать, вот выводу для себя, да, который, так сказать, связан, этот выбор с той задачей, которую на себе поставили. Они очень четко осознали, что дети отличаются друг от друга по своему воспитанию, по своей интеллектуальной подготовке. У кого-то из детей были там няни, боны, их водили там на различные там экскурсии в театры, в цирк, занимались разными языками, там, читали там самые разные книжки и так далее. Да? А другим детям вот этого всего не досталось. И у них может быть там бедный словарный запас, но при этом у этих детей может быть очень хорошая природная сообразительность. И это, в общем-то, та проблема, которая продолжает оставаться вот универсальной такой проблемой, очень важной проблемой. Почему? Потому что фактически все тесты интеллекта, которые созданы в настоящий момент, они в какой-то степени все-таки связаны с тем, что люди, получившие хорошую вот такую, да, так сказать, подготовку, хорошее образование, они, так сказать, вот оказываются более успешными, так сказать, в этих тестах. Но Бине и Симон поставили такую задачу максимально ориентировать вот этот тест интеллекта на выявление именно сообразительности, именно природной интеллектуальной одаренности и максимально убрать те факторы, которые связаны с интеллектуальной подготовкой, воспитанностью, подготовленностью, да, обученностью вот этих детей. То есть как бы ни в коем случае, так сказать, не надо было им, так сказать, и они поняли, что это не нужно, включать в свою батарею какие-нибудь знания, типа, знаешь ли ты, кто такой там Александр Македонский, или что такое там какой-то барометр, да, или там, допустим, какого цвета какие-нибудь там драгоценные камни. Вот это все не нужно. Нужно именно как бы давать задачки на сообразительность, для того, чтобы выявить природные интеллектуальные способности детей. Почему? Потому что в процессе школьного образования они могут очень быстро наверстать эти знания, если у них хорошая вот эта потенциальная основа интеллектуального развития. И вот я еще раз повторяю, что эта проблема стоит абсолютно перед каждым интеллектуальным тестом. Так вот, значит, основная идея Бине и Симона, она состояла в том, чтобы составить такой ряд задачек, так сказать, на сообразительность, преимущественно на сообразительность, на как бы логику, расположить их в порядке некоторого, так сказать, возрастания трудностей. И дальше как бы они предложили вот самую главную процедуру, которая важна для интеллектуального теста. Они уже начали вот эту процедуру стандартизации. В чем она состояла? Значит, они в лабораторных условиях создавали так называемые выборки стандартизации. То есть сейчас это называется выборка стандартизации. То есть они приглашали испытуемых детей, которые группировались ими по возрасту. Допустим, была группа 5-летних детей, 6-летних детей, 7-летних детей, 8-летних детей, 9-летних детей. Вот на эти возрасты первоначально была настроена вот эта шкала. Это как раз тот диапазон возрастов, который очень, так сказать, вот важен для отбора в школу. И вот эти дети были отобраны экспертными методами, вот в частности Пьер Симон, он был врач-педиатр.
И его задача была своим экспертным, так сказать, методом, да, своим наблюдением определить, вот у этих детей, которых вот в эту выборку стандартизации отбирают нормальное интеллектуальное развитие или отклоняющееся. То есть пока еще нет шкал теста интеллекта, есть экспертное знание врача. Значит, вот таким образом были отобраны вот эти выборки стандартизации, то есть пятилетки, шестилетки, семилетки и так далее. И этим детям предлагали решать задачки, которые были отобраны, вот эти задачки на сообразительность, на логику, были отобраны для того, чтобы включать вот в эту шкалу, значит, исследования интеллектуального развития ребенка. И оказалось эмпирически, да, в процессе вот этой стандартизации, что, как правило, вот нормально развивающиеся детки, скажем, 6 лет, они решают задачки, которые решают, так сказать, дети пятилетнего возраста, и в то же время они, так сказать, вот останавливаются перед уровнем трудности, который уже, так сказать, чаще всего, да, так сказать, решается детками семилетнего возраста. То есть вот если я достаточно, так сказать, четко сформулировала это, то получилось следующее. Значит, Бине и Симону в их лаборатории удалось как бы соединить между собой две шкалы. Во-первых, шкала возрастающего уровня трудности задачек, и, во-вторых, шкала, собственно говоря, возрастная. То есть оказывалось, что дети определенных возрастов при нормальном интеллектуальном развитии справлялись с определенным, так сказать, уровнем трудности задач на этой шкале. Вот я думаю, это понятно, да? То есть дальше они сделали тот следующий шаг, который, собственно говоря, и привел к тому, что их тест был признан мировым психологическим сообществом как вот очень такой правильный и, в общем, получил такое мировое признание. То есть дальше они делают следующий шаг. Они говорят, вот мы здесь получили соответствие возраста детей при нормальном интеллектуальном развитии и уровня трудности задач, с которыми эти дети справляются. Большинство детей этого возраста при нормальном развитии справляется с задачками этого уровня трудности. После этого уже, собственно говоря, можно начинать тестирование. Почему? Потому что мы можем уже взять каждого конкретного ребенка, которого надо, так сказать, распределить в какую-то школу, и предъявляя ему эти задачки, мы можем увидеть, с каким уровнем трудности задачек справился данный ребенок, и сравнить это, так сказать, с тем хронологическим возрастом, паспортным возрастом, да, так сказать, который сейчас имеется у этого ребенка. То есть речь идет о том, что Бине и Симон вводят понятие умственный возраст, и этот умственный возраст они научились измерять при помощи вот этой вот своей шкалы, да, шкалы, так сказать, на которой они фактически обозначили, какой уровень трудности, так сказать, доступен для решения детям какого возраста при их нормальном интеллектуальном развитии. И, в общем-то, Бине и Симон очень хорошо понимали, что как бы есть дети, которые по своему умственному возрасту могут опережать свой хронологический возраст, и есть дети, которые по своему умственному возрасту могут отставать от своего хронологического возраста. И это выражается как раз вот именно вот в этом сравнении, которое можно сделать с помощью их теста. То есть вот при, так сказать, отборе, значит, вот в эти самые школы разного уровня трудности, тем детям, которые справлялись индивидуально, да, справлялись не только с задачками, которые как бы были вот в выборке стандартизации, да, присвоены их хронологическому возрасту, но и справлялись с задачками, которые были рассчитаны на более старший возраст, да, на более высокий уровень интеллектуального развития. Таких детей можно было отправлять, допустим, в школу с продвинутой программой, с программой, вот, предназначенной, допустим, там, для одаренных детей. А детишек, которые, так сказать, отставали в своем интеллектуальном развитии, то есть их умственный возраст был
меньше, чем хронологически, в общем-то, их можно было отправлять в школу с более легкой программой, там, где, так сказать, предполагалось, что как бы идет более медленное обучение, более подстроенное, да, под некоторые возможные нарушения умственного развития данных конкретных детей. И, соответственно, вот таким образом, в общем-то, они предложили, да, решить вот эту задачу, да, задачу отбора детей в школы разного уровня трудности. И тем самым они вот пришли к созданию вот этого теста, который получил название «Шкалы развития интеллекта ребенка». И первоначально, в первоначальном варианте, который был опубликован в 1908 году, а вот работа вся, она наиболее интенсивно шла где-то с 1905 по 1908 год, значит, они как бы эту шкалу уже, так сказать, стандартизовали для возрастного диапазона от 5 до 9 лет. Вот мы с вами говорили, что у них в выборку стандартизации входили дети этих возрастов. И, в общем-то, вот эта идея, да, она была подхвачена мировым сообществом психологическим, и дальше, в общем-то, начали эти тесты переводить на, так сказать, различные языки. И опять же, так сказать, вот психологи столкнулись вот с этой серьезной проблемой психометрики, что при попытке перевести любой тест, который включает какие-то, значит, речевые инструкции, да, или какие-то задачи, предъявленные в речевой форме, всегда надо как бы не просто автоматически перевести, да, слово в слово, так сказать, на другой язык, но и надо зачастую приспособить эти задачи к культуре, потому что некоторые задачи, как оказывается, вот, имеют какие-то специфические особенности, связанные с культурой. И вот дело, да, так сказать, Бине и Симона, да, развитие их вот этого детища, да, шкалы интеллектуального развития ребенка. Это дело было подхвачено, в частности, американскими психологами, и, в частности, в этом активное участие принял еще один ученик Стэнли Холла, Льюис Термен. И усилиями Льюиса Термена и его коллег была создана шкала, которая сейчас называется шкала Стэнфорд-Бине. Она, так сказать, вот проходила очень активную, так сказать, рестандартизацию в Стэнфордском университете, поэтому получила такое название. Значит, имя Бине, оно сохранилось, как, так сказать, имя психолога, который стоял у истоков этого теста. И в настоящее время шкала Стэнфорд-Бине, она, в общем-то, активно применяется, она существует, принципы там те же самые. И она имеет нормативы уже от 3 лет до 85 лет. То есть вот были уже, так сказать, вот созданы, да, так сказать, вот задачи, которые рассчитаны на более, так сказать, старший возраст, да, вплоть до, так сказать, взрослости и уже, так сказать, пожилого возраста. И кроме того, были добавлены задачи для совсем маленьких детишек, 3-4 лет. Вот как мы помним, классическая шкала Бине-Симона, она начиналась с 5-летнего возраста. И вот при рестандартизации, да, вот что очень важно сделать, да, это то, что, во-первых, да, так сказать, учесть культурные особенности при переводе задач на тот или иной язык, во-первых, да, а во-вторых, очень важно провести рестандартизацию, то есть провести всю ту же самую работу как бы по набору выборки стандартизации и по проверке вот этих норм. Почему? Потому что вот нормы, так сказать, в каждой, так сказать, культуре, да, нормы развития, они могут несколько отличаться. Ну вот давайте я приведу пример, в частности, вот из нормативов развития вот психомоторных. Да? Мы с вами на прошлом занятии как раз говорили о том, что шкалы психомоторного развития, в общем-то, начали появляться и были прямым следствием работ в лаборатории Гизела в Ельском университете.
Дело в том, что вот как бы там зафиксированы все вехи развития, так сказать, ребенка, начиная с раннего младенчества, с 2-3-месячного возраста. То есть когда ребенок начинает держать головку, когда он начинает ее, так сказать, поднимать на какой угол от горизонтали, когда он начинает поднимать себя, так сказать, на ручках, лежа на животике, когда он начинает ползать или двигаться каким-то другим образом, так сказать, до того, как он научился ходить, когда он начинает сидеть и так далее, да, и вот оказывается, что вот четко совершенно были получены данные о том, что в зависимости от культурных нормативов, так сказать, моторного воспитания, да, и вообще, так сказать, культурных нормативов воспитания ребенка, там могут быть сдвиги в разных культурах. В частности, было показано, что в как бы некоторых племенных сообществах индейцев, вот, американских, да, которые в своих резервациях жили своим традиционным укладом, там почему-то надо было, так сказать, вот в этом индейском племени, это, так сказать, очень важно, чтобы ребенок как можно раньше уже, так сказать, держал спинку и научался сидеть. И поэтому в культурной практике этого племени есть такая традиция, что маленького младенчика усаживают в такую специально вырытую ямку, при этом он, так сказать, вот научается вот как-то держать свою спинку, и оказывается, что когда начинают вот в этом племени смотреть какие-то средневозрастные нормы вот по такому, так сказать, умению, как самостоятельно сидеть, да, то оказывается, что вот эти вот детишки, младенцы в этом индейском племени начинают самостоятельно сидеть примерно на месяц раньше, чем это делают детишки, которые воспитываются, скажем, вот в таком американском обществе обычном, да, так сказать, вот без всяких таких специальных упражнений. То есть речь идет о том, что и по отношению к интеллектуальному развитию, и по отношению к психомоторному развитию могут быть какие-то практики, которые вот нужно учитывать при разработке, так сказать, тестовых норм в каждой культуре. И вот для того, чтобы, так сказать, как-то прокомментировать, да, плюсы и минусы вот такого психометрического подхода, давайте обратимся к следующему. Значит, вот мы с вами уже упомянули о том, что, значит, в лаборатории Льюиса Термена, который был, значит, одним из учеников Стэнли Холла, проводилась рестандартизация теста Бине-Симона и расширение, в частности, ее возрастных границ. Вот конкретно, так сказать, Льюис Термен, он начал, так сказать, вот границы расширять, да, он довел, так сказать, в частности, верхний предел от 9-летнего возраста до уже подросткового возраста, то есть до возраста где-то 15-16 лет. И, то есть это значит, что там были разработаны новые задачи, что они прошли рестандартизацию, эти задачи и так далее. И вот что было получено в исследованиях, значит, Льюиса Термена. Во-первых, было показано, что IQ, коэффициент интеллекта, да, он имеет тенденцию к тому, чтобы быть постоянным в течение жизни. Здесь, конечно, вот, извините, я пропустила этот момент. Это момент, связанный с тем, что вот в классическом варианте теста Бине-Симона мы имеем возможность сравнить умственный возраст и хронологический возраст. Вот просто понять, что больше, что меньше. А в 2016 году, да, была предложена формула, значит, коэффициента интеллекта, и там предложили поделить независимо друг от друга, значит, Льюис Термен и европейский исследователь Вильям Штерн, о котором у нас еще речь впереди, да, они предложили поделить одно на другое, то есть поделить умственный возраст на хронологический возраст и умножить на 100. В результате реализации этой формулы было, так сказать, положено вот это начало вычислению коэффициентов интеллекта. То есть получается, что если умственный возраст равен хронологическому, то у нас, так сказать, получается единица в результате частного отделения, да. И если мы умножаем на 100, то, соответственно, получается 100. То есть получается, что средняя возрастная норма интеллектуального развития – это 100 баллов.
или 100 единиц шкалы. И вот как бы опять же, да, вот нормативный подход, он подразумевает то, что у нас есть какая-то средневозрастная норма и есть отклонение от нормы. Да? То есть отклонение от нормы, так сказать, в сторону увеличения – это то, что трактуется в психометрическом подходе как либо высокая норма интеллектуального развития, либо уже интеллектуальная одаренность. И по цифрам это получается следующим образом. Значит, вот у нас есть 100, средневозрастная норма интеллектуального развития. Вот у нас есть, так сказать, вообще нормативная область, да, это примерно от 85 до 115. Это у нас средний нормальный интеллект. Если у нас интеллект оказывается выше, да, где-то от 115 до 130, то это высокая норма интеллектуального развития. Если еще выше 130, то это уже то, что трактуется как интеллектуальная одаренность. Если мы пойдем влево, так сказать, да, от средней возрастной нормы, то мы получим цифры, так сказать, низкой нормы интеллектуального развития. Это от 70 до 85. Так сказать, в целом ряде стандартизованных интеллектуальных тестов эти цифры сохраняются. И то, что меньше 70, это то, что трактуется как умственная отсталость или интеллектуальный дефицит, или вот сейчас говорят более политкорректно, что это касается детей с особыми, так сказать, потребностями в области интеллектуального развития. Да? Вот, или, так сказать, вот дети с особенностями, так сказать, да, усвоения знаний. Или там, допустим, медленно обучающиеся дети. Да, вот есть такие более политкорректные формулировки, которые позволяют каким-то образом называть, да, людей, у которых возникают вот эти трудности при решении тестов, задач в тестах интеллекта, и которые в результате получают низкие цифры IQ. Так вот, в лаборатории, значит, Льюиса Термена оказалось, что если мы, так сказать, проводим такое лонгитюдное исследование, то мы получаем примерно одинаковые цифры интеллекта, коэффициента интеллекта вот в разных возрастах. То есть, если ребенок демонстрирует интеллектуальную одаренность, будучи в, так сказать, достаточно малом возрасте, да, допустим, он дошкольник, то есть вероятность, что у него, так сказать, будет и высокий коэффициент интеллекта в возрасте более старшем, да, и в подростковом возрасте, и далее во взрослости. И наоборот, да, если имеет место, так сказать, низкий коэффициент интеллекта или нормальный коэффициент интеллекта, да, то примерно эти же величины, эти же категории у нас сохранятся и по мере взросления. То есть есть вот такая тенденция. Конечно, если не произойдут какие-то, так сказать, серьезные события или какие-то травмы головного мозга, когда интеллектуально одаренный ребенок может, так сказать, перейти в категорию, да, детей с интеллектуальным дефицитом, да, или наоборот, если не идет очень интенсивное такое, так сказать, педагогическое воздействие, обучение, развитие интеллекта, в результате мы можем сдвинуть интеллектуальное развитие при помощи какого-то развивающего обучения, но на самом деле вряд ли это можно сделать абсолютно радикальным образом, да, то есть как бы все равно есть определенная такая инертность. Так вот, значит, в чем такая как бы польза, да, вот этого интеллектуального развития? Ну, если говорить о вот практике, да, о практике применения психологического знания в различных областях жизни, то можно сказать следующее, что вот, скажем, в американском, так сказать, да, вот варианте, в американской практике, в общем-то, в середине и второй половине XX века очень существенно, так сказать, было то, что созданы были многообразные тесты, которые были как-то сопоставлены, да, с определенными такими сферами деятельности. И буквально, так сказать, в зависимости от величины IQ можно было человеку предложить разные виды работ, от там охранника до, так сказать, там вот менеджера, да, или там топ-менеджера, в зависимости от того, какие цифры IQ у него получились. Такая практика имеет место.
в общем-то, она имеет место до сих пор, да, то есть учет коэффициента интеллекта в процессе, так сказать, вот подбора кадров. Вот в чем, наверное, имеет смысл отметить ограничения, да, вот этого, значит, интеллектуального тестирования. И эти ограничения как раз вот ввел, вернее, так сказать, осознал и сформулировал и Лев Семенович Выгодский, и Жан Пиаже, которого мы с вами уже сейчас немножко упомянули. В частности, вот Лев Семенович Выгодский, он подчеркнул, что интеллектуальный тест нам не дает возможности оценить перспективу развития, потому что все-таки перспектива развития, она очень индивидуальная у каждого конкретного ребенка. И поэтому как раз вот Выгодский и его соратники, они ввели так называемый обучающий эксперимент, когда мы можем, так сказать, посмотреть, насколько быстро обучается ребенок, насколько, так сказать, он далеко может зайти в решение задач, которые сейчас ему, так сказать, индивидуально недоступны, если ему, так сказать, оказать какую-то помощь или дать какую-то подсказку. Вот. И Жан Пиаже со своей стороны также высказал критические замечания по отношению к тестам интеллекта, а именно к самой измерительной процедуре. И он сказал о том, что мы с вами вот не видим в результатах теста качественных особенностей развития человека на разных возрастных стадиях развития. Мы с вами не понимаем, что вот если человек сделал ошибку, если он не смог решить эту задачу, то мы с вами не можем понять, за счет чего, почему конкретно он не смог решить эту задачу, что конкретно он не понимает, что конкретно ему недоступно. И это как раз Пиаже пытался решить в, так сказать, рамках своей теории развития, которую мы с вами еще будем обсуждать. Так вот, значит, если вернуться к исследованиям, да, Льюиса Термена, то, наверное, имеет смысл здесь указать следующее. Да, это тоже, так сказать, из сферы ограничений вот этого, так сказать, измерения интеллектуального коэффициента. Дело в том, что Льюис Термен, помимо того, что он проводил вот эту рестандартизацию, он еще проводил широчайшие исследования и распределение, так сказать, IQ в популяции. И, так сказать, кроме того, он был зачинателем такого очень серьезного и большого, так сказать, лонгитюдного исследования, которое дало очень интересные и очень значимые результаты. Ну вот, если говорить о том, какие, так сказать, особенности, да, распределения IQ в популяции были получены в лаборатории, да, под руководством Льюиса Термена, то здесь надо понимать, что как раз вот они получили вот такую, так сказать, нормальную, кривую нормального распределения, которая говорит нам о том, что наибольший, так сказать, процент в популяции лиц, у которых средний нормальный уровень интеллектуального развития, очень небольшой процент людей, у которых имеется интеллектуальная одаренность, и также очень небольшой процент людей, которые имеют вот эту интеллектуальную, так сказать, дефицитарность, да, дефицит интеллектуального развития или умственная отсталость. И вот Льюис Термен затеял один из грандиознейших, так сказать, лонгитюдов, в котором он начал изучать маленьких детей, у которых коэффициент интеллекта был 130 и выше, даже 140 и выше. Да? То есть это заведомо вот такая интеллектуальная одаренность. И таких детей он для своего лонгитюда отобрал более 1000, около 1500. И он, так сказать, решил, что это замечательное исследование, оно даст возможность проследить развитие гениев, что называется, в режиме реального времени. Потому что он ожидал, что дети с продвинутым интеллектуальным развитием будут показывать очень серьезные творческие достижения, когда они уже станут молодыми взрослыми и взрослыми. И вот оказалось, вот такой парадокс, да, оказалось, что ни одного человека, которого можно было бы признать гением, да, и таким первооткрывателем, да, в различных областях науки и культуры, среди этой выборки не было. И это как раз показывает очень важное ограничение вот этих тестов IQ. То есть интеллектуальная одаренность, да, она ассоциировалась по результатам вот этого лонгитюда
который на самом деле продолжался вот очень долго, и более того, сейчас продолжают изучать потомков вот тех участников вот этого лонгитюда, который начал Льюис Термен, потому что как бы имеет место довольно высокий коэффициент наследуемости IQ. Так вот, оказалось, что высокий IQ с чем ассоциировал прежде всего, да? Как это ни странно и удивительно, да, так сказать, он ассоциирован с довольно хорошим, так сказать, состоянием здоровья. То есть вот эти, так сказать, люди с высоким IQ как бы меньше болели, чем люди с более низким IQ. Это можно еще, так сказать, проинтерпретировать другими способами, да, не только чисто как бы цифрой IQ, но и то, что они, возможно, более разумно вообще, так сказать, ведут свою жизнь, да, больше берегут свое здоровье. Но вот как бы еще очень важный момент, касающийся творческих способностей, это то, что как бы вот для людей с высоким IQ было характерно то, что они очень хорошо приспосабливались к, так сказать, своей жизни. Они достигали достаточно высоких там должностей, уровней, там, так сказать, позиций в тех профессиональных сферах, которыми они занимались. Но вот, опять же, вот таких вот гениев, первооткрывателей, да, так сказать, абсолютных новаторов среди них не было. Вот это вот очень важный момент, который показал, что так называемая креативность и, так сказать, интеллектуальный уровень развития – это разные вещи. Это разные вещи, и это дало толчок тому, чтобы действительно изучать креативность как отдельную характеристику личности, которая, безусловно, очень значима и важна, но которая отличается от, так сказать, интеллекта самого по себе, да, который можно измерить с помощью коэффициента интеллекта. То есть мы с вами здесь очень, так сказать, ярко можем видеть, что интеллектуальные вот эти вот тестирования, они имеют достаточно, так сказать, много ограничений. То есть мы не можем по коэффициенту интеллекта сказать, что этот человек будет великим творцом. Не можем. Мы как бы не можем, да, точно, так сказать, абсолютно точно предугадать, что вот этот человек обязательно вот пойдет в своем развитии вот таким путем, потому что все-таки колебания, так сказать, да, интеллектуального развития и качественных особенностях интеллекта, которые начали уже изучаться в 20 веке, значит, специалистами по психометрике, вот эти качественные особенности мы тоже по целому ряду тестов интеллекта предсказать не можем. Хотя потом были созданы специальные тесты, которые показывают как бы профиль интеллекта, да, то есть структуру интеллекта, качественные особенности интеллекта. И это как бы было, опять же, в результате того, что вот были обнаружены многочисленные вот эти ограничения возможностей интеллектуального тестирования. То есть вот эти все психометрические, так сказать, достижения, они должны нами приниматься достаточно взвешенно, и учитывать мы должны то, что довольно много ограничений имеется, да, вот у этого психометрического подхода, у тестов интеллекта, они не всемогущи, но тем не менее в ряде ситуаций они могут быть очень полезными. В частности, скажем, если мы говорим о практике, там, допустим, вот религиозного образования, да, практике воскресной школы, то вполне можно столкнуться с детьми, да, у которых имеются какие-то элементы отставания в умственном развитии. Да? И вот при как бы обращении, скажем, к специалисту с этой проблемой, да, если эта проблема для нас стоит, мы можем выявить какие-то особенности интеллектуального развития ребенка, которые могут нам, возможно, помочь определиться с тем, а как лучше воспитывать этого конкретного ребенка, как лучше преподавать ему или группе таких детей. Вот, так сказать, те или иные предметы, связанные с уже обучением в воскресной школе, и, соответственно, вот тогда эти знания будут работать на пользу. На этом мы с вами сегодняшнее занятие завершаем. Продолжим на следующих занятиях обсуждение различных, так сказать, попыток понять возрастные особенности развития человека и различные стороны развития. А теперь вопрос.